Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний наш стрим называется «Четвертая серия «Слуги народа». Покушение на Стерненко». Это жанр политический триллер, детектив, боевик. В общем, минут 20 мы с вами будем в захватывающем таком сюжете. Итак, вперед. 1 мая 2025 года. Киев. Элитный жилой комплекс. Женщина в розовом костюме стоит под видеокамерами, сжимая пистолет. Она стреляет. Сергей Стерненко, активист и блогер с миллионами подписчиков, вздрагивает, хватается за плечо, но не падает. Крови нет. Один из его охранников молниеносно скручивает киллершу. Второй уводит Стерненко. СБУ кричит: покушение предотвращено. Россия виновна. Но что если это не атака на врага, а спектакль, срежиссированный на Банковой? Я Валерий Табаков, юрист, и сегодня мы раскроем 4-ю серию сериала, которого никто не заказывал, но который разыгрывается перед нами. Это триллер, детектив, боевик. Главный вопрос: зачем Зеленскому эта афера перед выборами? Слушайте внимательно. Правда прячется в деталях. Представим, Киев, весна 2025 года. До президентских выборов меньше года. Война с Россией истощает страну, экономика в кризисе, а рейтинг Владимира Зеленского рушится, как карточный домик. Общество устало. Коррупция, провалы мобилизации, недоверие к власти. Зеленский, бывший комик, знает, чтобы удержать власть, нужно шоу. Спектакль, который сплотит нацию, отвлечет от проблем и докажет, что он лидер, способный защитить Украину. И тут на сцену выходит Сергей Стерненко, блогер, активист, герой для миллионов, но и фигура, чья репутация висит на волоске после старых судебных дел. Что если Зеленский решил: Стерненко – ключ к спасению его рейтинга? Моя гипотеза пугающая, но логична. Зеленский заключает сделку со Стерненко. Цель – инсценировать покушение, чтобы поднять рейтинг президента, укрепить имидж СБУ, подчиняющийся ему, президенту, напрямую, и отвлечь общество от провалов власти. Это не комедия «Слуги народа» с хэппи-эндом. Это триллер, где каждый шаг на грани провала.
а ставка – доверие миллионов. Все начинается в тени. Зеленский понимает, чтобы вернуть популярность, нужен враг, которого он, Зеленский, одолеет. Россия – идеальный кандидат, но просто слова о российской угрозе уже не работают. Нужна драма. Нужен герой, которого спасет СБУ. Стерненко – идеальный выбор. Его любят за борьбу с коррупцией, его ненавидят олигархи и пророссийские силы. Он уже был мишенью в 2018 году. Это делает историю правдоподобной. Зеленский вызывает главу СБУ Василия Малюка и говорит: «Василий, нам нужен спектакль, покушение, которое мы с тобой предотвратим, и чтобы никто не заподозрил». Стерненко получает зашифрованное сообщение: «Встреча, полночь, ты знаешь где». Он хмурится, но соглашается. Почему? Его репутация пострадала после судебных дел 2020-2021 годов. Это его шанс вернуться в герои, укрепить влияние и, возможно, получить гарантии от власти. СБУ тем временем вербует исполнительницу, женщину 1979 года рождения, без опыта, но падкую до денег. Ей вручают пачку купюр и пистолет с холостыми патронами. Ее задача – выйти под камеры, выстрелить холостым и быть пойманной охранником Стерненко. Все должно выглядеть как реальное покушение, но без риска. Или так кажется. СБУ разрабатывает план с ювелирной точностью. Место – жилой комплекс Стерненко, где камеры на каждом углу. Время – утро 1 мая, чтобы новость взорвала медиа. Двое охранников, агенты СБУ, сопровождающие Стерненко, готовые нейтрализовать женщину. Она должна выглядеть подозрительно, но не угрожающе. Ее задача – сыграть роль российской агентши, которую охранник героически обезвредит. Но есть проблема. Слишком много глаз. И слишком много тех, кто не верит власти. 1 мая 2025 год. Утро. Жилой комплекс в Киеве. Женщина в розовом костюме стоит у подъезда. Нервно оглядывается, сжимает пистолет. Стерненко выходит, сопровождаемый 2 охранниками. Она стреляет. Стерненко вздрагивает, хватается за плечо, но не падает. Крови нет, ни единой капли. Один из охранников мгновенно скручивает женщину с театральной ловкостью. Второй уводит Стерненко. Камеры фиксируют каждый момент. К вечеру
видео уже в новостях. Соцсети взрываются. Стерненко жив. СБУ герой. Россия снова напала. Слава Зеленскому. Но я, Валерий Табаков, вижу трещины в этом шоу. Официальная версия звучит как сказка. Пуля прошла на вылет, не задев ничего важного. Стерненко оперирует. Он бодр и благодарит СБУ. Зеленский выступает. Мы защитим наших героев. Рейтинг растет. Общество сплачивается. Но я задаю вопросы. Если это покушение, где кровь? Где паника? Почему Стерненко стоит, как ни в чем не бывало? Почему женщина в розовом действует так открыто, будто хочет быть пойманной? И почему охранник, скрутивший ее, действует так, будто знал, где она будет стоять? Видео ключ к разгадке. Стерненко не падает, не кричит, не теряет сознание, крови нет. Это не похоже на огнестрельное ранение. Это похоже на театр. Женщина в розовом стоит под камерами, не скрываясь. Ее движение, как в замедленной съемке. Это не киллер. Это актриса, играющая по сценарию СБУ. А охранник, скрутивший ее, он слишком быстр, слишком точен. Это не случайность. Это постановка. Но даже идеальный план дает трещины. Стерненко начинает сомневаться. Он герой для миллионов, но стал пешкой в игре Зеленского. В больнице он тайно встречается с журналистом и шепчет ему на ухо. Это не то, что кажется на первый взгляд. Журналист записывает разговор. Тем временем хакеры, вдохновленные старыми расследованиями Стерненко, копают глубже. Они находят деньги для киллерши и узнают, что эти деньги пришли не из Москвы, а через подставные фирмы, связанные с олигархами из окружения Зеленского. СБУ в панике. Малюк звонит президенту. Володя, нас раскрывают. Скандал разгорается. На платформе X появляются посты. Покушение, фейк. Зеленский использует Стерненко. Хакеры сливают документы, показывающие, что российский след – выдумка. Зеленскому приходится выбирать: пожертвовать Малюком или взять вину на себя. Он готовит пресс-конференцию, обещая наказать виновных и защитить Стерненко. Но общество уже ему не верит. Журналист публикует аудиозапись разговора со Стерненко. Голос активиста дрожит. «Я не хотел, но меня заставили». Новость взрывает медиа. Сторонники Стерненко в шоке. Их герой – часть аферы. Зеленский теряет контроль. СБУ пытается зачистить следы, но поздно. Хакеры находят поддельные медицинские справки, постановочное фото из больницы. Правда всплывает, как масло на воде.
Стерненко понимает, он в ловушке. СБУ хочет его убрать, чтобы замять скандал. Он сбегает из больницы, но агенты идут по пятам. Ночь, Киев, погоня по темным улицам, звуки выстрелов. Стерненко прячется в заброшенном здании и записывает видеообращение. Я был частью их игры, но больше не буду молчать. Зеленский использовал меня. Покушение – фейк. Я расскажу все. Но успеет ли он? Зеленский смотрит это видео. Его лицо бледнеет. Он кричит Малюку: «Найдите его! Сейчас же!» Протесты в Киеве перерастают в столкновения. Люди штурмуют офисы власти, требуя правды. Общество разделено. Одни верят Стерненко, другие называют его предателем. Зеленский теряет контроль. Его рейтинг, который он хотел спасти, рушится. СБУ становится мишенью критики. А женщина в розовом костюме, где она? Она исчезает. СБУ заявляет, что она сбежала, но я, Валерий Табаков, знаю, ее убрали как ненужного свидетеля. Рассвет. Стерненко стоит на крыше заброшенного здания, глядя на Киев. Его лицо – смесь решимости и усталости. Он загружает последнее видео в сеть, зная, что это может стать его финальным словом. Зеленский один в кабинете, смотрит в окно. Новостной репортаж звучит фоном. Рейтинг Зеленского на дне. Выборы приближаются. В этой серии «Слуги народа», друзья, нет победителей. Зеленский хотел поднять рейтинг, но потерял доверие. Стерненко хотел стать героем, но стал пешкой СБУ. Пешкой, подчиняющейся президенту. СБУ, которая находится в подчинении Зеленского, показала силу, но неправду. А мы, украинцы, снова задаем вопрос: кому верить? Я, Валерий Табаков, юрист, говорю вам: правда в фактах. Копайте, проверяйте, думайте. В этом триллере главный зритель вы. Это художественная реконструкция, но что, друзья, если она ближе к правде, чем кажется, чем вам представляют украинские СМИ? Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, пишите в комментариях, что думаете, донатьте. В первом закрепленном комментарии вы увидите реквизиты. С вами был Валерий Табаков, юрист. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч!